Сегодня всем передаю привет из зоомагазина. Мы в Германию приехали вместе со своими животными, поэтому мы часто бываем в зоомагазине. Вот это магазин для животных находится в одном из супермаркетов. Он такой большой, такой огромный, здесь выбор, ассортимент всего, просто чудо. Вот хочу показать и вам. Это вот кормушки, это скворечники, это домики для насекомых. В своих видео я их не раз уже показывала. Вот они бывают разных размеров, разных форм, в зависимости от того, какие насекомые там будут жить. Вот. А они служат насекомым и убежищем, и укрытием, и они используют их для гнездовья, для создания гнезд. А это корма для ежиков, для белочек. У каждого свои питомцы. У кого собаки и кошки, а у кого хомячки, белочки и ежики. Ежиков мы здесь видели, а вот белочек на природе еще не видели ни разу. Здесь корма для птичек. Скорее всего, это для зимы. Летом, весной и осенью им и так корма хватает. Внизу корм для синичек, и семена подсолнечника, и проса, и другие злаковые. А это отдел вкусняшек для собак. Это не корма, а именно вкусняшки. Посмотрите, какие они красивые на вид. Одно загляденье. Мало того, что косточка, так еще и обернута и каким-то мясом, или какой-то шкурой, или сухожилиями. И трубочки, и плетенки, и косички, и плоские фигурки. Что только здесь не увидишь. И эскимо на палочке, и чупа-чупс, и печенье, и эклеры, и крендель. Ох ты! Какое все аппетитное на вид. И такое все вкусное. Да, ну здесь, конечно, эти вкусняшки для разных собак. И для крупных собак, и для собак средних и мелких пород. Любые, какие хотите. А здесь вкусняшки, я смотрю, вот в контейнерах. Значит, здесь есть такой ярко выраженный специфический запах. Видите, их продают в контейнерах. Это корма, вот здесь для попугайчиков, ну и для других птиц. Здесь также тыквенные семечки, вот проса, тыквенные семечки, семена подсолнечника, вот такого плана, и смеси, и отдельно, и арахис. Можно взять в любом количестве, какое вам надо. А это вот сухожилие собакам погрызть. Ой, какая-то красота. Какая вкусняшка для собак. А в желтых контейнерах, смотрите, сколько их. Вот находятся разные вкусняшки. И они не повторяются. Это свиное ухо. Мы Дашке покупали. Я даже выкладывала видео. Как она хрустела, как она радовалась. Ой, а хруст какой стоял, как будто чипсы ела. Ну, ей одного ушка хватило, а это пятачок высушенный свиной, это копытца. Ой, в общем, слабонервным лучше не смотреть и не переводить, что здесь. Так одного ушка Дашке хватило минут на 15, на 10, не больше. И читаю, чего здесь только нет. И каракатица, и утиная грудка, это кости шеи оленя, голень овцы, кусочки лосося, очень много всяких жевательных вкусняшек. В общем, ассортимент, как вы видите, огромный. Вот вам печенье, и галеты, и с дырочками, и розовое печенье, и вот уже сухой корм, и мелкие, и крупные, и средние. Вот вам роллы. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Выбор очень большой. Для своего любимца можно подобрать все. А это какие аппетитные вкусняшки, завитушки. Просто красота. А здесь кренделя. Ой, ох ты. Аппетитные и вкусные. И вот вместе с этими вкусняшками дальше идут игрушки. Игрушки для собак. Ну, не обязательно для собак, для других животных. Для котов, для кошек. Вот. Из разного материала. Это и ткань,
и махра смотрю, и силиконовый материал, и резиновый, и кожаный, и тряпичный. Какой хотите. А это красота для кошек, котов, для котят. У кого кто есть. Вот такие многоэтажные дома, конструкции с подвесными кошелочками. Вон еще и пентхаус. Сколько тут? Наверное, 4-й этаж это был пентхаус. И жгуты, и канаты, и когтеточки, и лежанки, и пуфики. В общем, загляденье. Это отдел игрушек. Отдел игрушек тоже глаза просто разбегаются. И тряпичные, и пушистые, и мохнатые, и шелестят, и пищат, и все, что хотите, могут делать. И материал тоже разный. И материал разный, и махра, и замша, и ткань. Вот, все тут и животные леса, и водоплавающие, внизу мячики, шары разнообразных и форм, и размеров. И все они такие приятные, их приятно подержать в руках. Вот этот осьминог мало того, что пищит, так в щупальцах еще такой материал, который шелестит, шелестяшка. Вот такой вот осьминог зеленый. Если захочешь что-то выбрать, то явно глаза будут разбегаться, потому что выбор очень большой. И все такое яркое, пестрое, красивое. Это вот уже посерьезнее игрушки в виде жгутов, они уже потяжелее. Тоже разных размеров и разных цветов, пластмассовые. Тоже приятные такие на ощупь все эти игрушки. Я говорю, самому приятно в руках подержать. Я представляю, как будут радоваться питомцы, когда им принесут такую игрушку. Вот это силиконовое кольцо. Внизу опять те же самые шарики. Очень много аксессуаров, которых я раньше не видела и не знала о их существовании. Но вот посмотришь, прочитаешь, все поймешь, что и для чего. Все когда-то бывает впервые. Вот такой большой выбор по разным ценам. Вот такая красота кругом. А здесь шлейки и поводки, сами видите, каких расцветок. Вот. И кожаные, и тряпичные, и силиконовые, и комбинированные. Целый ряд. Целый ряд предлагается для наших питомцев. Здесь тоже шлейки для разных собак, для крупных, для средних, для мелких пород собак. На любой цвет и вкус, как говорится. Здесь снова для котов, для котиков уже поменьше, для котят. На самом деле домики уже и с крышей. Там 2 этажа, и крыша есть, и подоконник, и крыльцо, все, что надо. И меховые, и велюровые, и джутом обмотанные, заодно и когтеточки. Все совмещено, все так красиво, элегантно смотрится, впишется в любую квартиру. На свой вкус и цвет можно подобрать. Вот еще и с деревянной игрушкой, с деревянным шариком, который вращается по кругу. И элементы из лозы, и домик, и подвесная там ложе подвесное. В общем, красота, одним словом. Просто ходишь и любуешься, и каждый раз видишь что-то новое. Вот здесь те же самые деревянные шарики, когтеточка, а вот сверху еще и перышко. Перышко, и вот такие перышки, вот такие перышки. Вот такая красота. Красота просто. Вон они какие высокие, под самый потолок. А это какая изящная, белая, комбинированная с тканью и вот джутом, стойки обвиты. Просто красиво. Ходишь, смотришь, и прям вот глаз радуется.
Какая красота! И видно, какой огромный магазин. Какой огромный магазин. А вот впереди сейчас будет колесо, кошачье колесо. Представляете, как надо любить своего питомца, своего кота или кошку, чтобы вот дома еще к дому где-то пристроить такое колесо. Вот это да, первый раз такое даже вижу. На этой полке вот меня заинтересовала посуда. Здесь вот поилки, смотрю, для хомяков, для морских свинок, для кроликов. А меня интересуют вот эти тарелочки для еды. Какие они красивые, тяжеленькие, такие симпатичные. И однотонные, и с рисунком, и с мордочками животных, и на подставке. Вот такая красота. Просто глаза разбегаются от выбора и от разнообразия. А это натуральные мостики. Мостики для кого? Для хомячков, для морских свинок, для зайчиков. И дома тоже из натурального дерева. И высокие, и низкие, и с окошком, и фигурные. В общем, выбор большой. Вот видите сами. Все смотрится так красиво, элегантно. И с окошечками, и трехэтажные. Вон какая красота. Надо же. И со ступеньками, и даже труба есть наверху. Можно даже еще и печку истопить. Здесь тоже изделия из дерева. А это круги, тоже они называются беговой круг разного диаметра. Вот такого плана. А в этом отделе такой стоит аромат, как будто ты где-то в лесу на поле. Здесь сушеное сено, солома вот в тюках, разные травы, цветы высушенные. Ой, вот здесь очень вкусно пахнет. Прям вот лесом, цветами. Какая красота. Все подписано, для кого, что. Вот, и сушеные травы, и сушеные цветы. Вон, и зеленые, и всякие, какие хотите. Вон, какие цветы. И васильки, и какие-то красные вон цветы. А здесь сушеные яблоки в пакетах, и сушеные бананы предлагаются. Так что животных без витаминов не оставим. А это когтеточки. Тоже очень важная деталь, элемент, который, наверное, должен быть в каждом доме, чтобы коты когти чесали не от дивана, не об диваны, а именно вот пользовались этими когтеточками. Вот они разного плана. Есть из бумаги, есть и тряпичные. У дочки, у кота, у марципана когтеточка была. А мои кошки долго привыкали, но привыкли. Здесь снова посуда для кормления. Вот такой большой выбор. Выбор большой всего. Это я еще очень много чего не показала. Вот котик какой-то такой, какой-то грустный тут сидит. А это таблички. Здесь живет овчарка, здесь живет мопс, здесь живет доберман, хаски, все, что хотите. Французский бульдог. У кого какой питомец есть, тот такую табличку может приобрести. Ну, а я хочу сказать вам большое спасибо. Всего доброго. И пусть ваши питомцы будут здоровы. Пока!